Всем привет! Вы на канале MiniOS. Сегодня мы поговорим об установке MiniOS на накопитель, использующий винтой для загрузки образов. Винтой — это свободная утилита с открытым исходным кодом, используемая для записи файлов образов на носители для создания загрузочных USB-накопителей. Основные преимущества винтой — это поддержка большого количества дистрибутивов и использование винтоем для хранения образов файловой системы exFAT, которая позволяет хранить данные и монтируется в любой современной операционной системе, таких как Windows, macOS, Linux, Android. Мы будем использовать в наших сегодняшних экспериментах виртуальную машину с запущенной MiniOS Ultra последней версии. Здесь у нас уже подготовлен, загружен образ MiniOS стандарт и последняя версия винтой. В этом видео я расскажу вам, как использовать сохранение постоянных изменений при запуске MiniOS винтой. Все действия, показанные в данном видео, можно выполнить как в Linux, так и в Windows. Могут отличаться лишь некоторые утилиты и способы их запуска. Есть два способа сохранить свои данные в MiniOS при использовании винтой для загрузки. Я покажу вам эти оба способа одновременно. Один из этих способов — это сохранение своих данных непосредственно на разделе винтой. Второй способ — это хранение данных на отдельном разделе на той же самой флешке, что существенно ускорит работу MiniOS с флешки. Запускаем установщик. Здесь у нас, видите, виртуальная флешка на 20 гигабайт. И нам необходимо создать отдельный раздел для хранения изменений. Соответственно, если вы не хотите использовать отдельный раздел, данный пункт пропускаете. Создаем раздел в формате файловой системы X4, ставим ему метку. И применяем изменения. Как видите, у нас на флешке первый раздел — это раздел винтой для хранения данных. Второй раздел — это раздел загрузочный для EFI. И третий раздел у нас будет использоваться для хранения изменений. Установщик нам больше не нужен. Нам надо скопировать загруженный образ на флешку, для того, чтобы мы могли с нее загрузиться. Дополнительно нам необходимо выполнить настройку, иначе установка на раздел винтой будет невозможна. Для этого мы переходим в папку винтой. Нам надо запустить данный скрипт. В Windows он называется практически так же, запускается двойным щелчком мыши. В Linux он запускается из терминала с правами рута. Необходимо также указать раздел. При этом раздел у вас должен быть уже смонтирован. То есть вы должны смонтировать раздел defsda1 перед тем, как запустите команду. Итак, мы запускаем.
Это веб-интерфейс тонкой настройки винтой. Открываем Global Control плагин. И активируем данную опцию. Все, на этом настройка завершена. Как видите, наша настройка, которую мы сейчас применили, она сохранилась на флешке и будет использоваться винтоем при загрузке. На этом мы завершаем работу виртуальной машины и загружаемся уже с виртуальной флешки. Нам необходимо будет удалить виртуальный CD-ROM и изменить приоритет загрузки. Как видите, здесь уже используется MiniOS стандарт. То есть винтой увидел наш образ. И давайте пока на этом остановимся. Нам необходимо использовать параметры, которые описаны в статье «Параметры командной строки». Мы будем использовать данный параметр и вот этот пример. Данный пример показывает то, как использовать для хранения изменений диск, у которого есть метка. Как вы помните, у нас у обоих дисков установлена метка, у одного метка винтой, второго метка persistence. И давайте здесь сначала простой вариант рассмотрим. При указании ASCII-диск нам будет предложено выбрать диск, который мы будем использовать для хранения изменений. Итак, вы можете использовать первый раздел в формате exFAT с меткой винтой, либо второй раздел формат X4, метка persistent. Давайте попробуем с первым. Как вы видите, создалась новая сессия хранения изменений. И вот мы загрузились. Давайте проверим. Вот как видите, у нас раздел DevSDI1 используется для хранения изменений файловой системы exFAT. Когда у нас запущена система в таком режиме, мы не можем получить доступ к данным флешки. Мы можем только вот открыть раздел, который у нас пустой, который мы сделали отдельный для хранения изменений. Давайте снова запустим. Но в этот раз мы выберем уже второй раздел, который у нас предназначен для хранения изменений. А также сделаем так, чтобы нам каждый раз не надо было изменять параметры загрузки. Проверяем. Как видите, теперь изменения у нас хранятся на DevSDA3
тип файловой системы x4. И давайте посмотрим сразу. Вот у нас флешка. Вот у нас сохраненные файлы для хранения изменений. Итак, мы сейчас хотим сделать изменения постоянными, чтобы нам не приходилось каждый раз вносить изменения в параметры загрузки. Открываем здесь терминал. Нам необходимо отредактировать файл загрузки, файл конфигурации grep и файл конфигурации syslinux. Файл конфигурации grep используется для загрузки EFI. Файл конфигурации syslinux используется для загрузки, если ваш компьютер не поддерживает EFI. Давайте внесем изменения в оба. И в данном случае мы уже будем использовать загрузку по метке диска. Так, мы создали здесь пункт загрузки дополнительный. То же самое делаем в файле конфигурации syslinux. Чтобы нам удобнее было смотреть, делаем такую настройку и копируем данные. Здесь тоже меняем. У нас syslinux грузит по умолчанию пункт, который указан default. Соответственно, тот пункт, который у нас должен по умолчанию загружаться, должен быть с этой меткой. И дополнительно мы добавляем еще одну строку, так как мы теперь сделали 6 строк при выборе при загрузке. Сохраняем оба файла. У нас уже сохранен. Далее открываем наш накопитель и открываем здесь терминал. Выполняем команду minios genetso. Она создала нам здесь образ с настройками, которые мы задали. И после этого перезапускаем виртуальную машину. Выбираем наш образ. Сейчас вы увидите, что он будет использовать раздел для хранения изменений. Точно так же вы можете указать раздел винтой. Вот, как видите, изменения хранятся у нас на третьем разделе файловая система x4. При этом у нас доступна для записи данных сама флешка. Вот и все, что я вам хотел рассказать
в данном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. На этом все. Пока.